Приветствую вас, друзья! Это рубрика «Талисманы» продолжает делиться своими идейками. Много очень просьб бывает на то, чтобы почистить ауру, счистить энергопаразитов, но в силу того, что я в основном учитель, у меня очень часто не бывает на это времени. И я пришла к тому, что задумалась, как бы это все дело упростить. Вы наверняка слышали или читали о том, что есть чистящие рунические ставы, и их многие рисуют прямо на фотографии. На самом деле это неправильный подход по ряду причин, которые я не буду здесь озвучивать. Просто скажу, что данный способ достаточно жесткий, поскольку чистка рунами – это то же самое, что вы помоетесь щеткой по металлу. И очень часто после таких чисток у людей начинаются побочные эффекты. Поднимается температура, например, или человека начинает полоскать со всех сторон. Но это часто бывает при чистках, потому что либо рвется там, где тонко, либо идет работа очищения. То есть если у вас, допустим, что-то с кишечником, то у вас будет диарея во время чистки. Но это, как вы понимаете, жесткий метод, и не все выдерживают подобные вещи. И я решила немножечко все это сгладить, потому что я не мазохистка и вам не советую. Вот. Чистка, которую придумала я, метод, я бы сказала, чистки, он щадящий и работает так же, в принципе, быстро, как и любая другая руническая чистка. Неоднократно я уже говорила, что руны лучше не рисовать на бумаге, а вырезать, потому что, как сказал Игиль, руны резать должен тот, кто в них смыслит резать руны. Именно резать, потому что руны вырезают. И те, кто у меня спрашивают по поводу того, как это вырезают, повторяю еще раз. Их вырезают на каком-то носителе. Вот этот став, который я сделала на липе, он является чистящим ставом, и в нем присутствует всего одна исландская руна, которая снимает порчу, грубо говоря. Но здесь есть еще несколько рун, те, кто разбирается, сразу их увидит. Основа, конечно же, это квиорты, то есть очищающий огонь погребального костра, так сказать, изначальное пламя, и здесь есть несколько смягчающих элементов. Поэтому данный став достаточно щадящий, и он при тестировании, я его тестировала на 2 людях, показал очень хорошие результаты. То есть через 3 дня аура очищается от всех энергопаразитов. Причем даже не обязательно там выявлять, откуда они взялись, что это такое. Просто очищает, и все, чистая аура в итоге. Вот. Но данный став я брала на очищение в основном по манипуре, потому что руна Ас, она в основном по деньгам чистит. Но, в принципе, проверяла и на других местах, так сказать, да, тоже работает неплохо. То есть счищает достаточно хорошо и щадяще. В одном случае только была небольшая побочка, у человека слегка повысилась температура. Но это было не сильно, где-то около 37 градусов. Думаю, что любой человек, в принципе, это выдержит. Вот. Но суть не в этом. Смысл в том, что став нужно не рисовать на фотографию, а немножко по-другому его использовать. Просто положить на фотографию. Если вы занимаетесь руническими чистками, я обращаюсь к мастерам именно по рунам, я предлагаю взять на вооружение эту методику мою, потому что она гораздо лучше работает. Во-первых, у вас остается талисман навсегда. Вы можете его использовать для разных людей. Почистили одного, потом почистили другого. Во-вторых, став работает гораздо более щадяще, нежели вы наносите сразу на ауру, на фотографию, я имею в виду. И не надо потом сжигать фотографию. Вот что самое интересное.
ее можно будет просто отдать тому, кто вам ее предоставит. Поэтому думаю, что мастера рунические, ну и вообще мастера, которые занимаются энергетическими очищениями, оценят эту мою идею. Если вы умеете сами вырезать руны, попробуйте сделать себе такой став. Он несложный. Здесь кавиорты, здесь руна Ас, исландская руна Геба и вуньё для смягчения всей данной конструкции. Кроме того, если вы присмотритесь, вторым планом здесь выскакивают альгизы, которые дополнительно напитывают энергию человека, которого вы чистите. Просто и качественно работает. Это была рубрика про талисманы. А если вам нужен став на очищение, вы можете у меня его заказать. Ну а если умеете, делайте сами. По всем правилам северно-индийской традиции. Активация большим ритуалом, как обычно. До встречи, друзья. Это была рубрика «Талисманы». Меня зовут Наталья Рунная. Я рунный маг. Буду рада услышать ваши комментарии, прочитать их под этим видео. Подпишитесь на мой канал, если вам нравится то, что я делаю. И поддержите лайками, если не жалко. До встречи, друзья.